Друзья мои, всем доброй ночи. Вот еще один ритуал в вашу копилку. Этот ритуал поможет вам получить определенную сумму, если вам нужна сумма. Может быть, получить работу, если она вам нужна. Избежать какой-то трудной минуты. Может, суда, может, разборки. Либо вам кредит должны оформить, вы переживаете, и что-то мешает. Опять же, можете себе помочь в этом. Это лучше сделать, в принципе, можно сделать в любое время, но просто если вы, например, на следующий день должны пойти что-то такое купить, хотите, чтобы вам уступили, или чтобы, если вы там хотите участок купить или дом купить, не знаю, чтобы вам дали по приемлемой цене. Или если вы переживаете, у вас есть какие-то опасения, чтобы вас не обманули, например. Или если они хотели вас обмануть, то уж лучше вообще пусть пропадут, да, не доедут, собственно говоря. То есть то, что вы хотите, вам судьба предоставляет, помогает, открывая двери для вас. Можно провести без алтаря, без ничего, просто открыть окно и почитать 7 раз. Можно алтарь, значит, приготовить алтарь, там поставить все, что нужно. А нужно-то всего красная ткань, красная свеча, фортуна и благовоние. Меня часто спрашивают, а можно, если нет, значит, статуэтки фортуны, я уже объясняла, еще раз скажу. Друзья мои, она богиня судьбы, она нас и так слышит. Но если поделиться с вами своим опытом, вот только что опять мне смс прислали, я отправила Яне, это молодой человек отправил о том, что он за несколько месяцев смог накопить на машину, что у него улучшились дела, и он себя чувствует везучим, фартовым человеком, и за это благодарен. Вообще, почему у меня есть, может быть, такая поддержка людей, любовь, почему это, невзирая на всякую, знаете, всякое желание людей, скажем, обгадить на мое имя, да, что-то такое грязное сделать, в любом случае я выживаю, выхожу победителем из всех этих конфликтов, потому что невидимо, а скорее всего из-за того, что я очень много даю человеку возможности просто выкарабкаться, встать на ноги и поменять свою жизнь и судьбу. Понимаете, это очень великое дело. И обязательно Вселенная за это меня награждает. Ведь каждый человек, который говорит мне и желает, чтобы 100 крат у меня пришло то, что им приходит после моих ритуалов, когда человек меня благословляет, когда это благословение многих тысяч людей, то обязательно ты будешь этим всем окружена, этой любовью, этой заботой человеческой, это энергия, защитная стена. Ведь почему на людей, более-менее знаменитых, я, конечно, не равняюсь с ними, но в любом случае знаменитые люди, у которых всенародная любовь, у них, невзирая ни на что, карьера долгая, и любовь долгая, и благодарность, и поклонники, и прочее, прочее. От чего это происходит? От того, что вот эта вот стена любви, людей, людской любви, понимаете, она становится для этого человека защитой. Это действительно очень непробиваемый щит. Поэтому люди, которые больше дают, чем берут, был такой армянский великий поэт, песенник, называют их еще ашугами, Саят Нова. Я как-то расскажу про ее судьбу. Кстати говоря, да, очень интересная тема. Мне кажется, что вам будет интересно послушать о нем. Так вот, этот человек сказал, богат не тот, кто берет, а богат тот, кто отдает. Твое не то, что у тебя, а твое то, что ты отдал. Понимаете, вот поэтому я люблю отдавать, я люблю дарить. И это не только жест доброты, это, с одной стороны, может быть, подсознательное, знаете, такое желание много отдать. Потому что, невзирая ни на что, из 100 человек, если 3 человека были неблагодарные,
то все остальные меня благодарили и благословили. Если человек, который говорит, что ее детям нечего было есть, и после проведения ритуалов через 3-4 дня она встретила старых друзей, которые ей предложили возглавлять ресторан, то как же не благословит эта женщина меня, скажите, если я действительно спасла ее семью, ее детей от нищей участи. Через меня эти ритуалы спасли, силы спасли, но отдала-то я, правда? Не у каждого же человека есть возможность, например, пойти книгу купить. Но ведь все эти книги, все заговоры я подарила. Я сегодня, знаете, иногда время от времени открываю свои книги. Вот «Сапожник без сапог». Все изучают, все читают, а мне некогда. Когда у тебя ритуалы, и на сайте это одно, когда вот ты как бы открываешь, вот в одном сборнике видишь, немножко непривычно, потому что много лет стремишься к этому, и когда это получается, уже как-то вот, даже не знаю, как объяснить, как-то само собой разумеющееся, что ли. Я открыла, прочитала, я думаю, я прочитала именно для практиков, просто несколько своих ритуалов. Я думаю просто, насколько они красивые. Вот откуда же мне это все дается? Я сама себе удивилась. Понимаете, такое чувство, что вот оно ушло от меня, и это уже не мое. Хотя я их создала. Но вот оно ушло от меня, и я читаю, как человек со стороны, как просто зритель, да, со стороны я читаю и говорю, вот реально без лишних, скажем, лишней скромности. Я просто подумала, какие же они красивые ритуалы. Я вот поняла, что они действительно особенные. Я рада, что меня выбрали силы, боги, как хотите, да, вселенские силы, что через меня вам дарят. Дорогие друзья, я хочу вас еще раз попросить, не ленитесь, делайте их. Постоянно проведите эти ритуалы. Я даю разнообразные, всякие, на все случаи жизни, для каждого человека, индивидуально. Знаете почему? Потому что кому-то вот такой заговор подходит, и он будет вот за этот заговор вот возьмется и будет все время делать. Кому-то вот эти несколько больше подходит, кому-то один подходит, кому-то в комплексе все подходят. В любом случае, не один и не два их, а несколько сотен для того, чтобы у вас был выбор. Постоянно. И вы знаете, постоянно, когда проводите один и тот же ритуал, он немножко себя исчерпывает. Вот как сажаете на земле, да, несколько, значит, лет, и он как бы, земля устает. Причем люди одну часть оставляли, начинали сажать на другой части земли несколько лет, потом эту часть оставляли, переходили обратно туда, потому что устает почва. Вот то же самое может один ритуал просто исчерпать свою энергетику с вами. Перейдите на другой ритуал. Если видите, что он уже ослаб, меньше помогает. Через месяца 2 вернитесь опять к этому ритуалу. Если один ритуал вам помогает, то может вам многие годы помочь и не исчерпать себя. У каждого разная энергетика, понимаете? Разная сила, разная внутренняя вот в этот момент настрой и прочее. Поэтому не угадаешь, который из этих ритуалов может помочь. Может, самая такая красивая, то есть самый красивый ритуал как-то не очень, а может там 2-3 слова и как пошло-поехало, все, удивляешься. Так что по-разному. Вот поэтому я дарю вам, а вы делаете, не ленитесь, пожалуйста. И вы сами увидите, вы удивитесь этим результатом, потому что мне намного приятнее видеть счастливых людей вокруг. Знаете почему? Я вам объясню. Когда много счастливых людей, счастливых пар, вообще счастья больше у людей, когда люди встают на ноги. Ведь люди, сейчас в основном люди занимаются своим бизнесом. Да, в своем бизнесе это все связано с клиентской базой. Это легче намного привлечь. Если раньше была только зарплата, сейчас клиентская база. И легче привлечь это все. Но если у людей, например, есть только зарплата, тоже не беда. Они могут хорошее место получить. Им могут награждение дать, поощрение, что в будущем будет для их карьерного роста. У каждого свои, как бы сказать, желания и предпочтения, но итог один, они работают, и они вам помогают. Не ленитесь. Иногда бывает так лень, вот просто в последний момент, вот хочется спать, и все думаешь, ну ладно, завтра. Я просто по себе знаю. А потом ругаешь себе и думаешь, ну если бы я каждый день провела, и каждый день бы у меня был доход, это что, плохо, мне мешает?
И даже не в доходе дело, друзья мои. Мир меняется вокруг вас, понимаете? Этот тонкий мир подстраивается под вас. Вы начинаете уже не бояться завтрашнего дня. Вы не боитесь уже купить себе, подарить что-нибудь красивое. А тут сидишь и годами одну и ту же рубашку донашиваешь. Я почему вам говорю? Я говорю с вами не с иронией, не с высмеиванием вас. Потому что я это все прошла. И в этот момент, когда мне было очень тяжело в этой жизни, когда я была еще молода, у меня на руках был маленький ребенок, я растила его одна. Да, мои родители помогали, но мне было совестно постоянно у них просить. У меня даже не было, скажем, последнего звонка, я не была. Я не была, скажем, на институтском вот последнем гулянии. И мне не стыдно, я не стесняюсь этого, я не считаю себя второстепенным человеком. Но не было средств. И мне было стыдно просить у родителей. Я была молода, я только начинала, я могла что-то сделать для себя, получала. И в то же самое время я с опаской для себя делала, потому что я думала, что если я часто себе сделаю, я получу наказание. Мы же к этому приходим со временем, понимаете? И поэтому я могу понять любого человека, который хочет собрать своего ребенка на какой-то школьный бал и хочет, чтобы ее ребенок был не хуже других. Понимаете? Это очень тяжело. Вот судьба мне дала пройти все в этой жизни для того, чтобы я могла залезть в шкуру любого человека и понять его состояние, что у него в жизни происходит. Так вот, если у меня не было никого в тяжелые минуты моей жизни, у вас есть я. Вот можете это знать. И даже если вы боитесь мне напрямую написать, пишите Яне, спрашивая, какие атрибуты, куда надо. Я понимаю, я строгий человек, я действительно строгий человек. Я иногда как бы осаживаю себя, я говорю, ну ты ж тоже тормози. Но человек не знает, не понимает, что ж ты сразу кидаешься. Понимаете, нервы, устаешь, вот когда эта толпа идет неразумных людей, мне так они надоели, клянусь, вот это Шарамышкина, вот эта вот контора, вот как там это вот Филькина контора разорилась, и вот они все побежали, эти бабки, значит, у меня теперь каждый пишет, что они потомственные ведьмы, все они колдуни. Дорогие друзья, я так устаю, мне в день по 200 смс теряются человеческие просьбы там или, ну, очень много важных дел, теряется вот в этих смс-ках этих полоумных баб. Что вот, вы знаете, я очень хотела, давно мечтала, вот скажите, у меня там потомственная бабушка была, я боюсь этому касаться, вот я каждый из них пишу, не несите чушь, и заношу черный список. Я уже не знаю, что еще сказать. Ой, да, время показывает, что я не ошибаюсь. Я когда-то одной особе сказала, обратитесь к психиатру. Вот действительно, реально, время показало, что я не зря сказала это слово-то. Итак, открыть двери судьбы. Для чего этот ритуал предназначен? И вы можете провести хоть каждый день. Когда у вас определенная вещь вот никак вот не идет вперед, вот ну, не протолкнешься, что-то мешает. Откройте окно, почитайте 7 раз. Если у вас есть желание, можете подготовить алтарь. Нет желания, просто попросите и потом своими словами поблагодарите фортуну, когда вы это получите. А иногда нежданно, вообще негаданно приходят такие сюрпризы, что человек и не ожидал. Итак, вот, значит, открыли мы. Вот, да, чуть-чуть. То я забыла, открыла, нет, открыли. Читаем. Открой двери судьбы, великая фортуна. Отныне невозможное станет возможным, запретное станет доступным. О духе везения! Поселитесь в моем доме. По повелению матери судьбы, двери судьбы отворены, сундуки добром наполнены, я в шелка до меха одета, золотом и алмазами украшена. Сама судьба моя матушка, она все отдаст своей дочери. Все, что я прошу, о чем мечтаю, чего хочу, я заклинаю, да исполнится. Слава фортуне. Еще раз. Открой двери судьба, великая фортуна. А открой двери судьбы, великая фортуна. Отныне невозможное станет возможным, запретное станет доступным. О духе везения, поселитесь в моем доме. По повелению матери судьбы, двери судьбы отворены, сундуки добром наполнены.
Я в шелка да меха одета, золотом и алмазами украшена. Сама судьба моя матушка, она все отдаст своей дочери. Все, что я прошу, о чем мечтаю, чего хочу, я заклинаю. Да исполнится, слава фортуне. Иногда после рабочих будней бывает, что я устаю, поэтому могу немножко с ошибками текст прочитать, не обращайте внимания. Открой двери судьбы, великая фортуна. Отныне невозможное станет возможным, запретное станет доступным. О духе везения, поселитесь в моем доме. По повелению матери судьбы двери судьбы отворены, сундуки добром наполнены. Я в шелка да меха одета, золотом и алмазами украшена. Сама судьба моя матушка, она все отдаст своей дочери. Все, что я прошу, о чем мечтаю, чего хочу, я заклинаю, да исполнится. Да исполнит фортуна. Заклято. Я прочитала 3 раза, потому что у меня нет времени. Я для себя потом сделаю. Но вам рекомендую читать 7 раз. Сделайте чаще, будет больше успеха. Ну что я вам скажу, друзья мои? Пусть у нас все будет хорошо. Мир жесток, мир не любит удачливых людей. Запомните это. Чем больше вы поднимаетесь, тем больше яростных, завистливых взглядов со всех сторон. Вот, тем больше желания, чтобы у вас ничего не было. Но вы должны плевать на это все и идти вперед. Когда вы достигнете определенных высот, они все замолчат. Если честно, заткнутся. Поэтому не обращайте на это все внимание. Просто вперед, вперед, без оглядки. Всем удачи!